Новый ультиматум, полное уничтожение. Трамп обещает не оставить камня на камне. Потеря важного союзника. Североатлантический альянс дал трещину. Серьезный удар по воюющей стране. Зеленский обратился к Москве. Будет ли пасхальное перемирие? Россия ответила в своем стиле. Политический раскол или единство? В росте цен все винят Дональда, но не все одного и того же. Антикоррупционные органы снова взялись за соратников президента. На допросы вызывают уже топ-депутатов. Союзника Путина зовут в США. Он соглашается, но не едет. В чем загвоздка? Кто не ушел на СВО, пожалеет. Какие реформы предлагают олигархи для работников тыла? От войны с интернетом к войне с гаджетами. Кремль впечатлился ударами по союзному режиму и готов лишить россиян самого привычного. Об этих и других событиях к утру вторника, 31 марта. Самые важные и срочные новости в эфире. Нехта, Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Дональд Трамп разразился новыми угрозами. Президент США обещает властям Ирана настоящий Армагеддон. Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы завершим наше прекрасное пребывание в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк, и, возможно, все опреснительные установки, к которым мы намеренно еще не прикасались. При этом Трамп продолжает утверждать, что ведет серьезные переговоры с неким новым режимом в Иране. Президент США называет этот режим более разумным, а прогресс в переговорах значительным. В Тегеране эти заявления Трампа опровергают. До сих пор у нас не было прямых переговоров с Америкой с момента последнего раунда переговоров и до настоящего времени. Как думаете, кто из них говорит неправду? Тем временем у США стало одним союзником меньше, и речь идет о стране-члене НАТО. После словесных перепалок Испания перешла к делу. Мадрид запретил американским военным использовать не только базы Рота и Марон, но и вообще свое воздушное пространство для операций против Ирана. Об этом сначала написал Эль Паис со ссылкой на источники в военном ведомстве страны, но позже это подтвердила и министр обороны Маргарита Роблес. Под запрет попали даже дозаправки, ключевой элемент для дальних ударов. В итоге американские заправщики уже перебрасывают во Францию и Германию. Это серьезный удар по логистике США. Европа – главный плацдарм для операций на Ближнем Востоке. Без Испании маршруты становятся длиннее, сложнее и дороже. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня. Во время традиционного онлайн-общения с журналистами президента спросили о возможной паузе в обмене ударами на Пасху. Український лідер дав более розвернутий ответ. Ми готові були, ви пам'ятаєте, про будь-які припинення вогню. Повністю припинення вогню. Повне припинення вогню. Припинення вогню енергетичне. Припинення food security і енергетика, тобто і море, і небо, повністю, щоб не літали ні ракети, ні дрони, не бити по інфраструктурі. Ми все це пропонували і ми відкриті. Якщо русські будуть готові, будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання. В то же время, отвечая на вопрос о тупике в мирных переговорах, Зеленский ответил, что Украина сдаваться не собирается. Президент предложил это сделать России. Москва дала своеобразный ответ на предложение из Киева, но не устами Пескова или Захаровой. Пока Зеленский говорил о возможности перемирия на Пасху, страна-агрессор нанесла новый удар. Российская бомба упала прямо по центру Славянска. Под удар попал роддом. Он получил серьезное повреждение. Разрушены также дома, магазины и учебное заведение. Только чудом обошлось без жертв среди рожениц и новорожденных. Но пострадал 42-летний мужчина.
Из-за войны на Ближнем Востоке в Польше вводят ручное управление ценами на бензин. Государство вводит максимальную цену на топливо и снижает налоги. НДС временно опускают до 8%, акциз тоже режут. Параллельно власти будут ежедневно проверять рынок и следить, чтобы заправки не накручивали цену сверх нормы. Об этом заявил министр финансов Анджей Доманский. Цена вопроса серьезная. Бюджет потеряет на этом более 1,5 миллиарда злотых в месяц или около 400 миллионов евро. Рост ценников на заправках вызвал очередную схватку политических сил. Оппозиция обвиняет премьера Туска и его коалицию. Сторонники же правительства напоминают, что топливо растет в цене из-за другого – Дональда. Необходимые поправки были приняты в воскресенье, но снижение цен потребители начнут замечать с сегодняшнего дня. В России призывают вернуться к субботникам, но делает это не Геннадий Зюганов или другой коммунист, а олигарх Олег Дерипаска. Правда, известный миллиардер имеет в виду не одноразовую акцию, а полноценный переход на шестидневку. Но это не все. Пахать, по мнению бизнесмена, нужно по 12 часов в день. Ресурсов у нас не так много, если точнее, только один. И связан он с нашей национальной особенностью. В тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график, с 8 до 8, включая субботу, тем быстрее пройдем эту трансформацию. Насчет единственного ресурса многие бы, наверное, поспорили с товарищем олигархом. Интересно, что такое радикальное предложение у Дерипаски родилось сразу после недавнего съезда крупных промышленников и общения с Путиным. Судя по утечкам, хозяин Кремля потребовал от толстосумов раскошелиться на продолжение войны. По сообщениям российской прессы, именно Дерипаска одним из первых кинулся делать взносы. И теперь понятно, как эта околокремлевская буржуазия собирается компенсировать себе потери. Украине придется постоять в очереди на пути к ЕС. Накануне статья с таким посылом появилась в «Политика». Со ссылкой на источники в брюссельских кабинетах издание написало, что странам ЕС гораздо выгоднее принимать в члены богатые страны, чем расширяться за счет Восточной Европы. Логика простая. Почти все 13 стран, вступившие после 2004 года, до сих пор получают из бюджета ЕС больше, чем в него вносят. Эта же проблема касается новых кандидатов – Украины, Молдовы, Албании, Сербии и Черногории. И принять в ЕС Исландию и Норвегию гораздо выгоднее. В Еврокомиссии прокомментировали публикацию. Мы, как Европейская комиссия, очень четко заявили о наших обязательствах перед всеми странами на разных этапах их вступления или, в случае Исландии, относительно стремления возобновить процесс вступления, и нам больше нечего добавить к этому сейчас. Я могу точно сказать, что эти два вопроса не связаны между собой, и мы категорически отвергаем любое такое предложение. Похоже на опровержение, но и статья в «Политика» вряд ли является плодом фантазии ее автора. Как думаете? С одними диктаторами Трамп воюет, других открыто зазывает в Вашингтон. Хозяин Белого дома не только зовет к себе Александра Лукашенко, но и сердечно благодарит его и отвешивает первоклассные комплименты. На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул после переговоров с уважаемым президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных. Таким образом, общее число заключенных, освобожденных президентом Лукашенко с мая прошлого года, превысило 500 человек. Я хотел бы выразить президенту свою самую искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира. Правда, первое заседание этой новой структуры Трампа Лукашенко пропустил, несмотря на то, что первым откликнулся на предложение войти в Совет. Может, этому диктатору просто не подписали командировку в Кремле? Как думаете, рискнет в этот раз или побоится оказаться соседом Николаса Мадуро по камере? Делитесь версиями. Израиль заявил об ударе по ключевому объекту в Тегеране – университету имени имама Хусейна, связанному с корпусом стражей исламской революции. По данным Цахал, это не просто вуз, а центр, где под видом науки разрабатывались военные технологии. Целью атаки стали аэродинамические установки для испытаний ракет, химические лаборатории и инженерные объекты.
В Украине начинается серьезная проверка власти. О деле Мидаса начали уже забывать, но вот стало известно, что НАБУ вызывает на допросы топ-депутатов из фракции «Слуга народа». По данным издания НВ, речь идет о главах ключевых комитетов Рады, от финансов до нацбезопасности. Все они проходят свидетелями по делу депутата Юрия Киселя, которого подозревают в получении взяток за нужные голосования. Некоторые уже дали показания, другие только ждут своей очереди. В НАБУ официально не подтверждают, но и не опровергают масштаб расследования. В России готовятся поставить на учет электросамокаты. По данным «Коммерсанта», владельцев обяжут регистрировать СИМ в едином реестре, платить пошлину и получать номер с кодом региона. Таблички придется вешать спереди и сзади. Масштаб огромный. Более миллиона частных самокатов плюс еще 500 000 прокатных. Похоже, в стране после покушения на союзного Аэталу начинается настоящая война с умными гаджетами. По совпадению, накануне глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки, мол, они могут шпионить и безопаснее просто включить диск. Досталось от этого путинского правозащитника и другим устройствам. Но не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение. Веник есть. Швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра – это средство от подглядывания пылесосом. Соглашусь, швабра – это настоящий символ путинского режима. Главное, с какой ее стороны ты находишься. Попытка покушения на президента США или предупреждение? Какой аварийный план запустила Саудовская Аравия для обхода блокады Ормузского пролива? Во сколько обойдется восполнение исторической потери американской авиации? Кому еще разрешили получать российскую нефть? Об этом мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.